Сегодня будет видео из цикла 100 патриота под передними крыльями. Я вот читаю интернет, знаю, что там будет жесть. Сам боюсь все это разбирать. Вот, разбираю ради того, что вода у меня протекает в салон все-таки чуть-чуть. Капельки есть. Там по шву внутри за крылом. Надо все прогерметить, привести в порядок. Слухи про горы говна внутри, я бы сказал, в моем случае преувеличены. Да, там есть немножко. Вот внизу. Не знаю, стоит ли сверлить отверстие здесь, в этом месте. Наверное, просверлю. Вот это все умывалось. Ладно, идем дальше. Здесь видно антикор. Много. Здесь потом посмотрим, здесь не крашеное подкреплением место. Посмотрим, что там стало. Сейчас я протру вот эту грязь. Посмотрим, натерла ли краску. Но так я не вижу проблем. Хотя вот может быть чуть-чуть. Сейчас увидим. Ну вот. Не вижу каких-то глобальных проблем. Да, потертости есть. Ну вот просто лак потерт. Даже не до грунта. Вот так. Толстый слой антикора, антикор РФ. Молодцы, тут все на месте, все держится. Продолжаю разбирать. Здесь не крашено по этим кронштейнам. Для меня это не было сюрпризом. Мне тут еще антикорили, когда я делал, собственно, антикор. Простите за тавтологию. Антикоре РФ. Ну, в принципе, ржи-то нет особо. Конечно, это я тоже все буду исправлять. Вот, идем дальше. Итак, свершилось. Крыло откинул. Удобство, конечно, сомнительное с этим всем. Вот, на первый взгляд большого криминала не видно. Вот, я сразу понял, откуда у меня берется вода. Место раз. Видно, наверное, да? Щель. Два. Шикарная щель. После утомительного мозгового штурма я с ужасом все осознал. И вот эти все вещи. Вот, собственно, и так. Может быть, где-то тут по шву, сейчас не вижу. Вот резинка, заглушка. Раньше на старых патриотах дорестайловых тут был провод на поворотнике. Сейчас, конечно, поворотник у нас где? На зеркале. Провода тут, конечно, никакого нету, и не надо бы это делать херню. Зачем штампуть дальше, непонятно. Вот, в общем, буду это убирать, герметизировать герметиком все это. Все швы пройдусь, и тут. В общем, все, что я увижу, пройдусь герметосом. А теперь то, что страшненько. Вот, ржавеем под швом. Тут понятно, не крашено, будем исправлять. Тут понятно, то же самое, не крашено, будем исправлять. Под герметоз у всех поголовно вот такая херня. Герметоз буду сдирать. Буду или красить, или мастикой зафигачу, я не знаю. Здесь видно то же самое. Какая-то непонятная зеленая краска. Откуда она тут? Вон. Ну, то есть под герметозом жесть. Соответственно, под петлями дверными тоже жесть. Не знаю, буду ли я их откручивать в этот раз. Если буду, то покажу. В целом, когда я смотрел по интернету, видел картинки, что людей, тут все прям ржавое. Опять же, спасибо антикору РФ. Антикор прилетел почти везде. Вот единственное пустое место. Вот оно сейчас пустое, это я исправлю. Я эту контору не рекламлю никак, но действительно они молодцы. Мне нравится. Так, кстати, крыло. Крыло. Смотрим на крыло. Вот, антикор долетел практически везде, даже доверху. Здесь под герметиком, понятное дело, тоже жопа. Хотя, не, он чистый металл, но тем не менее, он сейчас чистый, потом будет нечистый. Здесь, где упирался кронштейн, краски хер. Раз, два. Все буду делать. Здесь тоже. Здесь тоже.
общем, надо бы, конечно, сыновья эти машины разбирать. Все заливать антифором. Картина не такая страшная, как я думал, но чем заняться мне тут определенно есть. Дальше зачищаю все доступные способы. Где-то руками отрываешь и видишь там вот такую картину. Где-то вон этой херней зачищаешь. Это странная зеленая краска снизу. Во многих местах, не только здесь. А тут тоже. Непонятно, что это такое. Найдена новая метода собирать остатки герметоса. То есть, собственно, он и есть герметоз. Кладем, колбасим. Все. Получаем чистый участок. Вот так вот. В итоге мне больше понравился метод шпатель. Вот так вот. Что сдирается, то сдираем. Потом берем кисточку. Такую ушатанную, как раз половину. White Spirit. Собираем. Кисточка, White Spirit. Помываем. Кисточка должна быть жесткая. Все, нет герметика. Собираем говно какой-нибудь тряпкой. Чик. Почти первозданная чистота. Так быстрее всего больше всего мне понравилось. Ну, по итогу вот что под герметиком. Тут еще ничего. А вот тут мне уже не сильно нравится все это дело. Вот так, и даже подкреплением крыла. Приятности. Будем лечить. Тут закончил. Готовил сверху, особых проблем не было. Более-менее нормально все очистилось. А здесь был гемор, потому что тут уже глубокая ржавчина. Каверна есть, которую я просто замучился вычищать и дремелем херачил, и цинкарем, и дремелем, и цинкарем. В общем, вот мои помощники. Тут зачистил, тут зачистил, там, тут. Сейчас буду грунтовать, потом красить, потом жестко все мовилить, потом, наверное, мастить. Как пойдет. И там главное не забывать. Как-то так геморрой тут еще целый день убил. Крыло даже еще не трогал, вон валяется. Вот так. Грунтовочка, 2 слоя. Само крыло оторвал герметик, там не крашено, как всегда. Здесь в местах пролегания коррозия. Здесь, естественно, тоже. Там немножко. И тут. Во всех местах, где оно куда-то прикасается, здесь коррозия. Очень непонятен мне вот этот заводской чудо-покрас. Кисточкой, что ли, сюда мазнули. Зачем-то. Приколист.
промежуточное лечение кронштейн. Тут тоже была немножко коррозия. Ну, основная масса вся, конечно, там, где оно прилегает к стойке. Вот там. Там еще не зачистил. Итак, закатал в 2 слоя грунтом сначала. Все эти вещи. Потом зафигачил антигравием. Вот такие. Ну, просто он у меня был. Вот, дальше план какой. Ну, соответственно, с крылом все то же самое проделано, зачищено. Грунт в 2 слоя. Тот же самый антигравий. Потом, вот мои помощники дальше, герметоз. Герметоз полиуретановый. Все щели, все дыры я хочу загерметить. Крыло обратно повесить, как было на гермете. Только теперь уже не на голый металл, а на краску. ВДшка понятно. А потом густо-густо под занавес. Вот это чудесные баночки, мастики. Зафигачу все. И крыло изнутри. И сам лонжерон. И вообще все, что там. До чего можно добраться. То и захреначу. Оклемаюсь, не дождетесь, не заплачу. Если что, любой получит сдачи. Я в этом фильме главный актер. Я сценарист, в нем я режиссер. Брат мой, бойся меня, друг мой, не отрекайся от меня. Так, это у меня уже день 3. Герметоз засох. Стал твердый. Ну, как твердый. Вот чуть-чуть еще проминается. В целом мне нравится, все красиво. Все везде замазано. Остался час мастики. Сейчас буду фигачить. Вот такая красотень. Как тебе такое, Илон Маск? Теперь пусть только попробует сгнить. Вот так, от души, не жалея. Мастика, кстати, офигенная оказалась. Ну такая. Рекомендую. Сохнет быстро. Часа 2-3 при 20 градусах. Даже если бензиком разбавлять. Ну, если большину с бензиком, то будет вот такое. Даже через 3 часа. Так в целом вот она все. После 3 часов. Посмотрим крыло. Крыло тоже душевно так намаслал. Хрен оно сгниет когда. Так, что по поводу этого всего действия-то, в общем-то. У меня ушло 3 суток. Еще не ушло, это я не собрал еще ничего. Сейчас буду собирать. Соберу сегодня, я думаю. Я не напрягался. Пил пиво, ходил, гулял. Дождик иногда начинался. Я забивал на все это дело. То есть так в охоточку 3 дня. Пока все высохнет, пока дождики всякие, прочая нехресть. В принципе, при хорошей погоде, настроении и задаче за 2 запросто делается все. Вот. У меня еще 2-я сторона, там-то я и проверю.